Несколько лет, по меньшей мере с 2019 года, новости из Сирии не попадали в международную повестку. Но утром 27 ноября из провинции Идлиб началось широкомасштабное наступление группировки войск Хаят Тахрир аш-Шам и свободной сирийской армии. Цель – почти 4-миллионный Алеппо, крупнейший город Сирии и столица одноименного региона. Наступление обернулось катастрофой. Правительственные войска разбежались, и уже 29 ноября боевики вошли в Алеппо. На момент подготовки видео они взяли или весь город, или большую его часть. Боевики продолжили наступление на юг, прорвались в соседнюю провинцию Хама и смогли бы дойти к ее 900-тысячной столице. Попутно они захватили сирийские склады вооружения, авиабазы, исправную военную технику. А главное, десятки населенных пунктов. Кроме того, под угрозой оказалась трасса М5 Алеппо-Дамаск, главная автомагистраль страны. Боевые действия меньшего масштаба начались также на противоположном конце страны в провинции Дараа. Но о событиях там почти ничего не известно. Сегодня разберемся, кто стоит за наступлением и что ждет жителей Алеппо и многих других захваченных городов. Сразу скажу, ничего хорошего. Рассказ о катастрофе в Алеппо невозможно начать, не прояснив, что вообще происходит в Сирии. В целом, история началась еще 30 лет назад, с одного ДТП, в январе еще 1994 года, в котором погиб Басиль Асад, сын тогдашнего сирийского диктатора Хафиза эль-Асада. Басиль должен был унаследовать от отца кресло президента. Его к этому готовили всю сознательную жизнь. Но все политические расклады в государстве изменились из-за автокатастрофы. Из-за чрезмерной спешки на рейс из Сирии в Германию, превышения скорости и непристегнутого ремня безопасности. Так, наследником сирийского престола внезапно и неожиданно стал младший брат Басиля – Башар. Башар Асад был офтальмологом. Он тогда проходил практику глазного хирурга в Лондоне. Он выступал на медицинских конференциях, наслаждался жизнью в Европе и в гробу видал всю ближневосточную политику. Однако после гибели Басиля семья Асадов немедленно вызвала Башара и принялась срочно готовить из него нового диктатора. В 2000 году умер Хафиз эль-Асад, и на президентских выборах, будучи единственным кандидатом в бюллетене, победил его младший сын Башар. Асад-младший начал проводить в Сирии косметические реформы, эдакую декоративную вестернизацию. Ему очень помогала жена Асма, сирийка, выросшая в Лондоне и получившая подданство Великобритании. Первые 10 лет правления Башар и Асма Асады были желанными гостями на Западе, даже приезжали в Париж встречать Рождество с Николя Саркози. Однако, в отличие от своего сурового отца, врач-офтальмолог, случайно ставший диктатором, оказался совершенно не способен хоть как-то держать в узде свою родню. Пока сам Башар в стилистике Медведева рассуждал, что свобода лучше, чем несвобода, семья Асадов творила в Сирии полный произвол, занималась переделом собственности и грабежом предпринимателей. В конце концов, клан Асадов довел людей до ручки, а Сирию до гражданской войны. В январе 2011 года в Сирии на волне арабской весны начались протесты против коррупции и произвола. Башар Асад думал, что довольно скромные на тот момент требования протестующих можно и удовлетворить. Дать им немного политического представительства в парламенте, которое все равно мало что решает. Можно начать соблюдать хоть какие-то законы, почему бы и нет. Но семья убедила Асада, что даже символических уступок не нужно. Мол, мы всех этих бузатеров просто поколотим полицейскими дубинками и дел с концом. Что может пойти не так? В результате все пошло не так. Жестокие избиения оппозиционеров, особенно подростков, привели к тому, что всколыхнулась вся страна. То, что начиналось как политический протест, переросло в боевые действия против правительства. Часть военных перешла на сторону оппозиции, создав свободную сирийскую армию, конгломерат разношерстных вооруженных отрядов, оппозиционных к режиму Асада. Началась гражданская война, которая продолжается по сей день. Аккуратнее водить надо, блин. В момент своего возникновения в 2011 году свободная сирийская армия представляла собой умеренно демократическую силу. Тогда даже казалось, что режим Асада сможет прийти с ней к компромиссу, чуток ослабить диктатуру, ограничив произвол, и гарантировать соблюдение хоть каких-то законов, ну и все, договорятся. Но скоро само словосочетание «умеренная демократическая оппозиция» превратилось в мем, обозначающий исламистов-фанатиков, которые утром отрезают кому-нибудь голову под вопли «Аллаху Акбар»,
а вечером того же дня надевают строгий костюм и обращаются к западным державам с речью о правах человека и слезными просьбами дать им оружие. Как же вышла такая трансформация? Произошло это из-за вмешательства во внутрисирийский гражданский конфликт 3 ключевых иностранных игроков – Саудовской Аравии, Катара и Турции. Им совсем не нужно было, чтобы сирийцы разобрались со своими проблемами. Они решили воспользоваться ситуацией, свалить режим Асада и побороться за Сирию уже между собой. Эти 3 страны сделали ставку на радикальный исламизм. Саудовская Аравия, Катар и Турция стали перекупать различные отряды, входившие в свободную сирийскую армию, и ставить во главе лояльных боевиков-исламистов. Кроме того, используя как транспортный хаб Турцию, они стали массово завозить в Сирию религиозных фанатиков буквально со всей планеты. Кое в чем помог и сам Башар Асад. 31 мая и 21 июня 2011 года он объявил масштабные амнистии для политзаключенных. Такое запоздалое решение гражданский конфликт потушить уже не могло, но зато вместе с политзеками на свободе оказалось множество исламских радикалов и террористов. И они сразу взялись за оружие. Самыми могущественными антиправительственными группировками в Сирии стали открытые исламисты. Исламское государство, знакомое нам под аббревиатурой ИГИЛ, ориентированное на Турцию и Катар, и Аль-Каида, за которой стояла Саудовская Аравия. Конкретно Аль-Каида и ИГИЛ своего звериного оскала не скрывали вовсе. Однако, что у исламского государства, что у Аль-Каиды было огромное количество группировок-сателлитов, которые старательно изображали из себя так называемую умеренную оппозицию. В их числе были и различные группировки из состава свободной сирийской армии. К 2015 году игиловцы, аль-каидисты и умеренные оппозиционеры захватили почти всю страну, сумев окружить столицу Сирии Дамаск. На оккупированных территориях боевики устроили резню, жертвами которой стали люди разных национальностей и вероисповедания. Массовое уничтожение езидов ООН даже признал геноцидом. Эту же резню исламисты собирались устроить и в Дамаске. Здесь стоит отметить, что и сам клан Асадов относится к этноконфессиональному меньшинству алавитов, которого с точки зрения боевиков не должно существовать вовсе, а их на минуточку в Сирии около 2,5 миллионов человек. В безнадежной ситуации Асад хватался за любую соломинку. Он впустил в страну иранцев и кучу проиранских террористов. Так Сирия стала ареной для прокси-войны между Ираном и Саудовской Аравией. Тогда же Асад попросил о помощи и Владимира Путина, и Россия тоже прислала войск. С помощью союзников и в основном за их счет режим Асада не только смог удержаться, но и одержал в 2016 году ряд впечатляющих побед. Под контроль правительственных войск вернулся город Пальмира. Была снята многолетняя блокада Дейр-эз-Зора. Исламское государство, державшее территорию, сравнимую по площади с Англией, удалось загнать глубоко в пустыню. От некогда всемогущей террористической организации осталось лишь несколько разрозненных очагов. Сталинградской битвой сирийской войны стало взятие города Алеппо. Сражение это продолжалось много месяцев. Возвращение крупнейшего мегаполиса страны под контроль асадовского режима в конце 2016 года ознаменовало перелом в войне. Катар и Саудовская Аравия со временем потеряли интерес к Сирии. Не получилось и не получилось. Фиг бы с ней. И в 23-м саудиты даже заново признали Башара Асада легитимным главой государства. Да и сами Саудовская Аравия и Катар за последние годы изменились, нравы там стали сильно мягче. Но того не скажешь про Турцию. В 2019 году турецкий лидер Реджеп Таyyip Эрдоган ввел войска в северные регионы Сирии. И ясно дал понять всем, включая Путина, что он костьми ляжет, но не позволит освободить от турецких боевиков сирийскую провинцию Идлиб. Эрдоган перекупил тех террористов, кто прежде был ориентирован на Саудовскую Аравию. Именно они в ноябре этого года и развернули наступление на Алеппо. Теперь пора разобраться, кто именно развернул наступление из Идлиба на Алеппо. Главная ударная сила наступающих – военизированная ультрарелигиозная протурецкая группировка Хаят Тахрир аш-Шам. Ее история идет от организации Аль-Каида, той самой, которая ответственна за атаки 11 сентября на Нью-Йорк и Вашингтон. Ее сирийский филиал изначально назывался Джабхат ан-Нусра и открыто говорил о себе как об Аль-Каиде в Сирии. Впоследствии они тоже решили прикинуться умеренной демократической оппозиции, хорошо хоть не либеральной, и провели ребрендинг. Сменили название группировки на Джабхат Фатх аш-Шам, формально открестились от Аль-Каиды,
И даже некоторая часть аль-каидистов тогда откололась. Идите, мол, нафиг, мы ан-Нусра, в общем, неважно. Джабхат Фатх аш-Шам этот со временем была преобразована в группировку Хаят Тахрир аш-Шам и стала протурецкой. Хотя официальная Анкара это отрицает и для соблюдения приличий сама называет группировку террористической. Вот такие пироги. Вместе с ней активное участие в боях сейчас принимает и свободная сирийская армия. Она, кстати, и сейчас продолжает называть себя умеренной и демократической. Фактически же это все тот же Тахрир аш-Шам, только с другой вывеской. Ориентирована на Турцию и так называемая Сирийская национальная армия, которая оказывает поддержку обеим упомянутым ранее организациям. В этой группировке служит немало боевиков из числа туркоманов, представителей народности, живущей на севере Сирии и этнически близкой к туркам. Далее мы еще скажем, что именно турецкие власти забыли в Сирии. Но сразу отметим, одно из любимых обоснований Эрдогана – это забота о туркоманах, наших людях на Донбассе, то есть это на севере Сирии. Для Алеппо вторжение Тахрир аш-Шам и свободной сирийской армии при поддержке сирийской национальной армии – это катастрофа из катастроф. Да, ничего хорошего нельзя сказать про режим Башара Асада, который с 2016 года до последнего времени контролировал мегаполис. Однако для нашего сегодняшнего рассказа важно, что у Асада светская диктатура. Асадовскому режиму все равно, носишь ли ты мини-юбку или паранджу. Что ешь, что пьешь, кому молишься, под какую музыку танцуешь на дискотеке и какие западные фильмы смотришь. А судя по тому, что главный национальный герой асадовской Сирии генерал Сухель постоянно постит в интернет романтические фотографии с другими мужчинами, режим Асада и к сексуальным меньшинствам тоже особо не лезет. Тахрир аш-Шам и так называемая свободная сирийская армия – это уже совсем другое дело. Они радикальные исламисты и головорезы, которые преследованием инакомыслящих далеко не ограничиваются. С их точки зрения, подавлять, а то и физически истреблять нужны целые этносы и этноконфессиональные группы сирийского населения. Алавитов, езидов, шиитов, христиан, иудеев, курдов, друзов, ассирийцев и других неверных. Боевики с шариатом головного мозга про охрану детства, про права женщин и ЛГБТ-персон тоже, разумеется, не слышали и слышать не хотят. Оккупация головорезами провинции и города Алеппо, многих других сирийских городов и деревень может привести и, вероятно, приведет к пыткам, казням и похищениям людей такого масштаба, какого мы не видели даже на неспокойном Ближнем Востоке очень давно. Так зачем это все Реджепу Эрдогану, который, напомню, вообще глава страны, входящей в НАТО? Зачем ему захватывать сирийские земли руками бывшей Аль-Каиды? Причин тут несколько. Еще в 2010 году бывший министр иностранных дел Турции предложил эрдогановской Турции такой лозунг: «Мы новые османы». Эрдоган взял курс на восстановление былой империи и возвращение утраченных территорий. С колен вставали они там. Север Сирии Реджеп Эрдоган считает турецкой землей. И, как я уже сказал, у него есть для этого благовидное обоснование, мол, там живут туркоманы, а это наши люди, которых мы обязаны защищать. Нынешний министр иностранных дел Турции прежде возглавлял турецкую разведку и в 2015 году вообще заявлял, что в Стамбуле надо открыть официальное представительство исламского государства. В тот момент Эрдоган пытался оттяпать север Сирии как раз руками игиловцев. Еще одна причина для турецкой интервенции – курды. Крупнейший в мире народ, не имеющий своего государства. Представители этого народа живут на юге Турции, на севере Сирии и в Ираке. Иракские курды – отдельная история, с ними у Эрдогана проблем нет. В Турции же Эрдоган курдов подвергает очень жестким гонениям, стремясь подавить их национальное самосознание. Также он видит огромную угрозу для себя в курдах, живущих рядом, через границу, и контролирующих обширные территории на севере Сирии. У сирийских курдов натянутые отношения с режимом Башара Асада. Тот не спешит признавать их автономию и право на самоопределение. Но Реджеп Эрдоган и лояльные ему головорезы для курдов смертные враги. Поэтому пока асадовская армия в провинции Алеппо в панике разбегается, оставляя врагу арсеналы и технику, курды стойко держат оборону. Хотя и у них в эти дни не все радужно. Боевики сумели взять ключевой для курдов город – Тель-Рифат. Курдов в Сирии живет примерно 3 миллиона человек. Большинство из них исповедуют ислам, но распространены и другие конфессии. Религиозным фанатизмом они совсем не страдают. Сирийские курды исповедуют также полное равноправие мужчин и женщин. До гражданской войны асадовский режим сильно дискриминировал курдов по национальности и языку.
И очень зря он это делал. Ведь с 2011 года и по сей день именно курды остаются самыми храбрыми воинами, противостоящими любым боевикам, будь то Исламское государство, Аль-Каида и кто бы то ни было еще. Когда разбегается асадовская армия, курды стоят насмерть. Воюют у них наравне и мужчины, и женщины. За годы войны курдские девушки-солдаты успели прославиться на весь Ближний Восток и остальной мир. Сейчас на севере Сирии курды живут фактически автономно от Дамаска, но де-юре все же признают власть Асада. Помимо мечты об аннексии севера Сирии и желания нанести сокрушительный удар по курдам, у Эрдогана есть также и бизнес-интересы. Это сирийские углеводороды и контроль над притоком беженцев из Сирии в Европу. Переправка беженцев через Средиземное море – очень выгодный бизнес и важный инструмент давления на Евросоюз. Нельзя не отметить, что боевики-исламисты для Эрдогана не только средство достижения целей, но и в определенной степени братья по разуму. Да, официально Турция – светское государство, но Эрдоган последовательно проводит курс исламизации страны. Возглавляет партию с красивым названием «Партия справедливости и развития» и с прогрессивным, казалось бы, логотипом в виде зажженной лампочки. Но в действительности же эта партия является турецким вариантом международного исламистского движения «Братья-мусульмане». В прежние годы имперские амбиции Эрдогана были ограничены союзничеством Асада с Путиным. Да, Путин не мог принудить Эрдогана уйти из северных районов Сирии и прекратить поддержку боевиков в провинции Идлиб. Однако все свои желания из-за российского военного присутствия Эрдоган реализовать не мог. Сейчас может. Российская армия целиком завязла в Украине. В Сирии осталось совсем немного военной полиции и боевых самолетов. Это капля в море. Путин не в состоянии ни помочь Асаду своими войсками, ни подкинуть военной техники. Самому нужна позарез. Приходится просить у Мосфильма старые танки, которые прежде использовались как реквизит. Проблемы у России не только с армией, но и с флотом. В первый день 2024 года мы рассказывали, как Россия потеряла свой Черноморский флот. Мы как раз говорили о том, что бесцельно и бездарно угробив российские военно-морские силы в этом регионе, Путин развязал руки Эрдогану. За этот год Черноморский флот потерял еще несколько кораблей, включая большой десантный корабль «Цезарь Куников». ВМС России окончательно перестали быть тем, что Эрдоган вообще должен принимать во внимание. Но в отличие от Z-военблогеров, не будем раньше времени хоронить режим Башара Асада. Российские Z-авторы успели уже сдать протурецким боевикам всю Сирию целиком, включая Дамаск. Разогнали информацию о якобы военном перевороте в столице. Своей паникой они выбесили даже самих сирийцев. Сирийский военкор Хамди Арноус обвинил нескольких российских Z-блогеров в том, что они проводят психологическую операцию в пользу террористов. Асад не рухнул в 2015 году, когда сидел в окруженном Дамаске. Далеко не факт, что он рухнет от потери Алеппо и соседних городов. Какие-то боеспособные войска у него все же есть. Это 25-я дивизия специального назначения, которой командует уже упомянутый генерал Сухель. Иран Асаду тоже должен помочь, как и соседний Ирак, который не заинтересован в усилении эрдогановской Турции. Хранить Асада, вероятно, пока преждевременно. Но то, что происходит сейчас, огромный откат всех асадовских завоеваний 8-летней давности. И катастрофа для мирных жителей, которые не успели бежать. И это ошеломительная пощечина для Кремля, который в свое время за Асада впрягся. В свое время все асадовские успехи на поле боя однозначно трактовались как успехи Владимира Путина и России. Но теперь то, что приходилось когда-то отвоевывать почти целый год, сдано за часы. И сколько бы Z-блогеры не подчеркивали, что позиции в Алеппо бросила именно сирийская армия, воспринимаются события вполне однозначно, как личный провал Путина. И как его абсолютная слабость перед Турцией. Мы же будем следить за событиями в Сирии. На момент записи видео еще не сдан ключевой город Хама, что к югу от Алеппо. Пока непонятно, насколько угрожающая обстановка на юге страны, где тоже идут бои. При всех наших очевидных антипатиях точно нельзя сказать, что в Сирии произошло что-то хорошее. Если боевики-исламисты продолжат отвоевывать территории и пополнять свои арсеналы сирийским оружием и техникой, это станет плохой новостью далеко не только для Асада с Путиным, но и для миллионов сирийцев и для всего остального мира. До завтра.